Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня на ужин буду готовить овощную запеканку. На сковороду наливаю немного подсолнечного масла, примерно 2 столовые ложки, и кладу 200 грамм кабачков. Я их очистила от кожуры и нарезала кружочками. Слегка поджариваю с двух сторон. Можете при желании обвалять кабачки в муке. Переложила кабачки в форму для запекания и пока отставляю в сторону. 100 грамм моркови я натерла на крупной терке. Это я испытывала насадку к мясорубке. Мне не понравилось. Натертая на обычной терке морковь выглядит более привлекательно. Поджариваю морковь до золотистости. Добавила еще немного подсолнечного масла и добавляю 2 мелко нарезанных зубчика чеснока. Готовлю еще примерно 1 минуту. Переложила морковь в форму. Немного солю. Посыпаю черным молотым перцем и прованскими травами по вкусу. 230 грамм сладкого перца слегка поджариваю до мягкости. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Перец также переложила в форму. У меня в холодильнике был отварной картофель. Я его нарезала кружочками и слегка поджариваю с двух сторон. Картофеля 470 грамм. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. Переложила картофель в форму. Немного солю и посыпаю черным молотым перцем по вкусу. Помидоры я разделила на 2 части и кладу сверху на картофель. Помидоры у меня небольшого размера, их 140 грамм. Овощи посыпаю зеленью. Я нарезала небольшой пучок укропа. Готовлю заливку для запеканки. 3 яйца перемешиваю до однородности. Добавляю 2 столовые ложки сметаны и перемешиваю. Через пресс добавляю 1 крупный зубчик чеснока. Я натерла 90 грамм сыра сулугуни. Часть сыра кладу в заливку. Добавляю прованские травы, примерно 2 чайные ложки. И перемешиваю. Выливаю заливку в форму и отправляю овощи запекаться в заранее разогретую духовку в режиме вверх-вниз при температуре 180 градусов на 30 минут. Достала запеканку из духовки, посыпаю оставшимся сыром и отправляю ее в духовку еще на 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился. Вот такой ужин у меня получился. Из-за сыра запеканка достаточно сытная. Готовится из простых продуктов и не очень долго. Для приготовления запеканки я использовала остатки сметаны и сыр, у которого заканчивался срок годности. Овощи, наверное, у всех всегда есть в холодильнике. Мои мужчины с удовольствием едят такую запеканку как на ужин, так и на завтрак. Рецепт простой, и количество всех ингредиентов в нем по вкусу. Но несмотря на простоту, запеканка очень вкусная, так что рекомендую вам ее приготовить. Вам понравится. Готовьте с удовольствием.
и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!